Друзья, всем привет! Сегодня, как и обещал, у нас на обзоре Nissan Note E12 2013 года. Что хочу сказать про этот автомобиль. Этот автомобиль выпускался в двух модификациях с двигателем 1,2 литра с 79 лошадиных сил и 98 лошадиных сил, как данный экземпляр. 98 лошадиных сил идет у нас на компрессоре. Клиренс у этого автомобиля 150 миллиметров. Давайте прям долго не будем ходить. Откроем капот и посмотрим подкапотное пространство. Смотрите, как здесь все выглядит. Вот такая вот прям кроха здесь выдает 98 лошадиных сил. Смотрите, какие вот у этого автомобиля болезни. Смотрите, вот этот вот патрубок у нас, он часто после зимы деревенеет и немножко там начинает такое запотевание происходить. 2500–3000 тысячи рублей цена вопроса, меняется это все и никаких проблем больше не бывает. Ну, машина еще по России пока не ездила, поэтому здесь все идеально чисто. Как только машина у нас в России начинает ездить, здесь сразу же все, конечно, у нас засирается. Здесь у нас стоит вариатор. Многие боятся вариатора, но бояться не стоит, если вы будете должным образом за ним ухаживать, каждые 30 тысяч менять масло в вариаторе, со светофора не рвать, то он вам прослужит долго и счастливо. Друзья, что сказать по внешке? Смотрите, по моему мнению, прям машина выполнена с идеальными очертаниями, с идеальными линиями. Посмотрите, как здесь все красиво прорисовано. Ну, то есть нарисована она прям вообще очень красиво. И задние фонари прям очень хорошо вписываются в заднюю часть автомобиля. Никаких ломаных, неправильных линий здесь нет. Здесь у меня лючок открыт. Посмотрите, как все красиво прорисовано. Машинка снаружи кажется небольшая, но внутри, если мы сейчас сядем, места там достаточно. Передняя часть тоже очень красиво прорисована. Это у нас комплектация XDKS. Смотрите, ну фары здесь обычные, здесь не линзы, туманки стоят. И у нас не литье, а ниссановские колпаки. Так, давайте заглянем в салон, посмотрим, что здесь. Во-первых, когда я сажусь, что сразу поражает, посмотрите, сколько здесь места. Смотрите, сиденье отодвинул. Мне сейчас неудобно сидеть, на самом деле удобно, это мне вот так вот сидеть, чуть поближе. Но просто для эксперимента отодвигаем сиденье до упора назад. Смотрите, сколько здесь места. Мне даже на прямой ноге педаль газа я дотягиваюсь еле-еле. В общем, смотрите, по комплектации я сказал, что здесь у нас есть. Во-первых, здесь есть система старт-стоп, то есть при остановке на светофоре машина сама глохнет, тормоз отпускаем, машина сразу заводится и едет. Это кнопка отключения этой системы. Я ее, если честно, отключаю, потому что не хочу стартер постоянно нервировать. Это у нас кнопка регулировки зеркал, понятно, свет. Смотрите, здесь в этой комплектации у нас не как у минималки, там барашки, все примитивно достаточно, да. Здесь у нас климат-контроль, электронный климат-контроль, мультимедиа японская, Пионер. Ну и вариатор, в принципе, все стандартно. Эко-режим здесь есть, прошу заметить. Когда мы, сейчас заведу бесключевой доступ, заводим машину, видите, подсветка. Вечером, кстати, это очень все красиво смотрится. Вот сейчас у нас она потухла, но когда мы включаем эко-режим, видите, она загорается. И в зависимости от того, как мы давим на газ, она приобретает либо синий, либо зеленый цвет. То есть, если мы экономично едем, здесь все зеленым подсвечивается. Если нет, то синим. И здесь также имеется на рычаге у нас кнопка спорт-режим. Это я продемонстрирую потом во время езды. Ну вот, я сейчас D включил, спорт сразу же у нас появился. Все, пока отключаем. Что здесь интересно в этой части автомобиля? Здесь у нас имеются два бардачка, один нижний довольно глубокий, пространство большое. И еще имеется у нас верхний бардачок, но он совсем маленький, так что-то положить, там карманное что-то. Вот, но два бардачка довольно удобно. Так, по стеклоподъемникам у нас 4 стеклоподъемника, блокировка двери, блокировка зеркал.
принципе-то, наверное, все. Подогрева, кстати, сидений здесь нет. Так, теперь давайте пройдем назад и посмотрим. Хочу напомнить, что у меня переднее сиденье отодвинуто для эксперимента до конца назад. Открываем заднюю дверь. И тут что интересно, смотрите. Ну, многие, наверное, уже это знают. Раз, открыли. Открываем, да? Ну, вроде бы все, как у стандартной машины. Но здесь, смотрите, как она открывается. Она практически на 90 градусов открывается. Это не у каждой машины такое встретишь. То есть пространство огромное. На 90 градусов реально. Ну, чуть-чуть тут 90 градусов нет, но широко очень открывается. Обычно вот открываются двери, вот так. Здесь вот же. Так, сажусь я назад. Смотрите. Сиденье до конца отодвинуто назад. Если вперед, тут еще будет места больше. Я сел, у меня 1,80 м роста. Тут еще целый кулак до сиденья. Ноги вообще не упираются. До крыши тоже кулак. Пожалуйста, просторно. В плане ширины, да, она не широкая, она довольно такая узкая, но в плане вместительности, посмотрите, вперед-назад, тут место вообще просто уйма. Теперь давайте откроем багажник, посмотрим, что у нас здесь. Кстати, камера заднего вида, понятно, здесь кнопка также бесключевого доступа, указатель комплектации. Багажник здесь, в принципе, не сильно большой, но и для такого автомобиля, я думаю, достаточно. Здесь, по-моему, если мне не изменяет память, 295 литров. И, конечно же, имеется ниша. Здесь у нас должен быть ремкомплект, но, к сожалению, с Японии ремкомплекта не пришло. Японец пожадничал и, видимо, решил оставить себе. Либо кто-то где-то стащил в порту. Но это уже совсем другая история. Ну, прежде всего, это же все-таки больше городской автомобиль, поэтому я думаю, что для этого багажника здесь будет достаточно. Вот такой вот прекрасный городской автомобильчик, ребят. Так, ну что, поехали. 98 лошадей, компрессор, 1.2 двигатель. Посмотрим, как он едет. На трассу мы пока выезжать, конечно, не будем. Но так здесь по городу проедемся. Кстати, хочу сказать вот относительно места в автомобиле. Если сравнивать этот ноут с Аквой, то сзади у Аквы намного меньше места, чем у ноута. Поэтому здесь прям сделали ниссановцы хорошо, молодцы. У нас сегодня прошел дождик, поэтому немножко сыровато. Что хочу сказать, что на самом деле компрессор дает о себе знать. И я не скажу, что эта машина разгоняется медленно. Для своих 98 лошадиных сил она очень неплохо разгоняется. И если сравнивать, вот я несколько выпусков назад снимал Honda Insight 1.3 двигатель. Понятное дело, что там масса автомобиля больше. Но вот этот вот Nissan разгоняется чуть пошустрее, чем Insight. Это прям факт. Смотрите, я включаю эко-режим. Машина чуть-чуть потупее становится, но не намного, не сильно. В принципе, едет также неплохо. Ребят, из минусов в салоне, что хотел вам показать. Пока потихоньку здесь еду. Смотрите. Не знаю, видно вам на камеру, нет? Посмотрите. Все вот здесь вот прогибается. Пластик весь прогибается. Такое ощущение, что он как картонный. Там под ним пустота. Ну, прям, смотрите, как сильно прогибается. Вот это вот мне очень не понравилось, конечно. Но это вот единственное, что я здесь заметил прям такого глобального. Тормоза здесь плавные. Если сравнивать с лифом, то поплавнее и поприятнее на самом деле тормозить на этой машине. У лифа они как-то более жесткие. Так, вот сейчас напрямую мы выходим. Как раз спорт режим включил. Но я так понимаю, что здесь обороты просто выше при спорт режиме получаются. И она из-за этого разгоняется пошустрее. Но сильной прям разницы я не вижу между спорт режимом и обычным режимом. Он и вот на обычном режиме неплохо разгоняется. Так, ладно, разворачиваемся. Вот, пожалуйста,
Ну, нормально, вот все, 80, 90, подрывается неплохо. Конечно, с лифом не сравнить, но достаточно быстро разгоняется. Конечно, если взять 79 лошадиных сил, там однозначно она будет слабее и будет чувствоваться разница в разгоне. Вот сейчас, кстати, сработала система старт-стоп, машина заглушилась и сама завелась, когда я тормоз отпустил. Отключил систему старт-стоп. Не очень люблю, когда она постоянно глушится, заводится на светофорах. В общем, друзья, какой хочу сделать вывод. Для города машинка однозначно стоит своих денег. Очень классный экземпляр. Смотрите по цене. Эта машина покупалась еще до Нового года на аукционе. Просто она пришла поздно. Но покупалась еще в конце декабря, если я не ошибаюсь. На тот момент, понятное дело, что и курс был другой. Она зашла во Владивосток 630 тысяч. Владивосток. Ну, доставку до региона считайте сами. До каждого региона, да, своя сумма будет. Сейчас они во Владивостоке стоят 650-700 тысяч рублей. Но, учитывая текущий курс, что иена упала, я думаю, что в районе там 620-600 тысяч, в принципе, можно взять такой автомобиль. Но хочу учесть, что это 4-бальный, во-первых, автомобиль, пробег 124 тысячи километров и комплектация XDS. Если вы будете брать R-ку, либо 3,5 балла, пробег там 150 тысяч километров, да, и комплектация пустая, то можно еще дешевле взять. Конечно, когда после так называемой спецоперации взлетел курс, эти машины стояли во Владивостоке и по 850, там, и по 900 тысяч. Но это неадекватные были, да, цены для Владивостока, я имею в виду, если не учитывать там цену доставки в регион и так далее, то есть итоговая цена автомобиля. Вот, сейчас там цены понизились. Поэтому рассчитывать примерно в районе 600-650 тысяч можно взять хороший экземпляр 4-бальный. На дальняк бы я на ней поехал, наверное, бы поехала, почему нет? Кресло здесь удобное, боковая поддержка есть. В принципе, все хорошо, места достаточно. Если немного багажа, пожалуйста, садитесь и езжайте. Ну а для города, как я сказал, вообще идеальный вариант. Все, на этом будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Пока, ребят.